Эту женщину я действительно считаю очень сильной. Ее зовут Любовь. Ее мать умерла от рака в 2 года. Папа, военный инженер, сделал все, чтобы 3 девочки в семье были образованы и успешны. Любовь потеряла слух после операции. Когда ей исполнилось 6 лет, у нее обнаружили раковое образование. Но это не помешало ей стать профессиональным дизайнером-технологом по деревообработке, кандидатом в мастера спорта по настольному теннису, а затем клиническим психологом. Когда я закончила институт, я сначала же заканчивала техникум, а потом институт. С работой очень было тяжело. Вот. Меня в бюджетной организации государственной на тот момент не взяли, потому что не было опыта работы и так далее и тому подобное. Вот. И я обнаружила одну рекламу, что требуются расписчики по фигурам. Но поскольку кисточку в руках я держала неплохо, я позвонила и попыталась туда устроиться. И меня взяли. То есть я расписала фигуры, шахматные фигуры, роспись. Вот. И меня взяли на работу. Я по большому счету занималась футлярами под Кораны, Библии. Вот, это была моя, так сказать, область. И сейчас я вот уже сколько лет не работаю, уже 10 лет не работаю в этой области, но никто эту нишу не занял и не займет. Все же не случайно происходит. У меня есть сестра, двойняшка, и в молодости, даже в юности, она заболела анорексией. Вот. Ее спасли, слава богу. Я в этом уже не участвовала, поскольку у меня не было еще на тот момент образования. Вот. И тогда я впервые задумалась, что все проблемы у человека происходят в его голове. Понимаете? А клиническая психология, она помогает проникнуть не только в сознание, но и в подсознание. Так, это у нас здание у берега 2 этажа. Это 1-й этаж, младшая группа. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, где я беру эту силу и мотивацию. Наверное, первая причина то, что вы любите детей, да? Да, потому что они, каждый индивидуален, этот ребенок. Действительно, нейротипичные детки очень интересные, а эти вдвойне интереснее, потому что с ними надо больше усилий, больше труда, чтобы научить их каким-то навыкам самообслуживания. Если нейротипичному ребенку достаточно 21 раз, допустим, сказать, что надо сделать и показать, то этому надо 121 раз. То есть здесь больше заботы, терпения, толерантности. Вот. Выматывает работа, не спорю, сильно выматывает, но вот это вот чувство, что вы видели, как они встречают. Вот это вот чувство, что ты придешь, и они тебе все кинутся на шею и будут кричать от восторга, от радости, вот это и дает, наверное, мотивацию. Вот ради этого и стоило быть клиническим психологом, и стоит ради этого жить. А что вы считаете самым главным в жизни, в своей жизни? Быть необходимой.
быть необходимо не только там как близким, родственникам, но и людям меня окружающим. То есть это и коллегам по работе. Просто если я могу помочь, я помогу. И если меня попросят об этой помощи, это будет для меня как бы сигналом, что я нужна. Зона комфорта. Да. Какую страну вы бы хотели посетить и почему? Могу даже не задумываясь сказать, это Тибет. Тибет, да? Да, я уже несколько лет просто грезю этой идеей. Я хочу туда, я хочу обойти эту гору Кайлас, вот, о которой он очень много смотрела фильмов, читала. Я очень люблю горы, собак и мороженое. Это вот 3 вещи, которые я никогда не откажусь.